Он не видит ничего. На запястье часы, но смотреть на них бесполезно. В первом отсеке темно. Аварийная лампа, и все. Он считает живых на ощупь. По плечу, по руке, по куртке. 26. Кажется, 26. Или 25. Один не отзывается, и он не уверен, спит человек или уже нет. Над ними 31 метр воды. Под ними железный пол их же подлодки. С-178. Тихоокеанский флот. 21 октября 1981 года. И вот тут странно. Он еще не знает. Никто из них в этом отсеке не знает, что через 2 суток половина из тех, кого он сейчас трогает за плечо, уже не будет в живых. А еще через год его собственного командира посадят на 10 лет по советскому суду за то, что произошло за 40 секунд до того, как погас свет. 40 секунд. От удара до дна. У этой истории много вопросов, на которые я до сих пор не нашел нормального ответа. Кто отдал приказ заваливать выход мешками с едой? Куда делись 3 ребят, вышедших первыми? Почему старшего помощника подлодки не было на собственном суде? И до сих пор никто толком не объяснил, почему ходовые огни рефрижератора в ту ночь были выключены. К огням мы еще вернемся. Это вообще, наверное, самый странный момент во всей истории, и я его специально оставлю на потом. Там разбираться надо отдельно. А пока давайте я просто покажу, что случилось. По датам, по цифрам, как оно есть в документах. 21 октября 1981 года. Около 7:45 вечера по хабаровскому времени. Пролив Босфор-Восточный. Это вход в бухту Золотой Рог, во Владивосток. Подлодка С-178 возвращалась на базу. Лодка дизельная, средняя, проекта 613В. Бортовой номер 300. Экипаж 52 человека. Командир, капитан 3-го ранга Валерий Маранга. В тот день они закончили замер шумности. Это рутинный выход, 2 дня в море, ничего особенного. Шли в надводном положении. Погода нормальная, видимость нормальная, ветер слабый. Ничто не предвещало. Из-за мыса судно. Транспортный рефрижератор. Так и назывался. Рефрижератор-13. РФС-13. Гражданское судно, не военное. Дальше 40 секунд. Удар в левый борт, в район 6-го отсека. Пробоина, по разным источникам, около 2 квадратных метров. Где-то пишут 2 на 1,5. Через эту дыру в лодку за 15-20 секунд хлынуло столько воды, что лодка получила сильный крен, и людей с мостика просто посбрасывало за борт. Всех, кроме одного. Механик каким-то чудом удержался. Дальше лодка приняла в корпус по подсчетам около 130 тонн воды и ушла на дно. Глубина 31 метр. Хотя, честно говоря, тут источники расходятся. Где-то пишут 31, где-то 34, на РТ вообще 32. Я возьму 31, это цифра из специализированных морских справочников. Она встречается чаще всего. Если у кого-то из подводников есть точные данные, напишите в комментариях. Мне самому интересно, откуда такой разброс. 18 человек погибли в первые 1,5 минуты. Те, кто был в 4-м, 5-м и 6-м отсеках. У них не было ни одного шанса задраиться. Вода пришла быстрее, чем мозг успел понять, что произошло. И вот тут петля, которую я закрою только частично. Что случилось за 40 секунд, теперь понятно. Удар, крен, затопление, дно. Это механика. Но это была еще не вся цена. Меня в этой истории зацепило не количество погибших само по себе. 18 человек за 40 секунд — это страшно, но в советском флоте, к сожалению, бывало и больше. Меня зацепило то, что произошло после. Точнее, то, что должно было их спасти, и не спасло. Слушайте, я понимаю, что про С-178 сегодня почти никто не говорит. Подводный флот вообще не самая популярная тема. Алгоритм YouTube такое не вытаскивает наверх. Если вы сейчас это смотрите и не подписаны, следующий такой ролик до вас просто не дойдет. Я уже это много раз проверял. Так что если хотите, чтобы имена этих 18 где-то еще звучали, подпишитесь. Этим больше особо никто не занимается. Потому что то, что случилось дальше, в первом отсеке, это уже не 40 секунд. Это 2 суток. 2 суток. Но чтобы понять, что это были за 2 суток, надо вернуться в те самые 40 секунд. Чуть подробнее. Потому что внутри них 2 совсем разные истории. На мостике стояли 12 человек. Командир Маранга, штурман, боцман, механик, замполит, доктор, рулевой, сигнальщик
и матросы. Это сводка из МК, у них была публикация с интервью выживших. 12. На свежем воздухе, в темноте, под звездами заходили в бухту. Через минуту лодка пойдет на дно, но они этого еще не знают. Удар. Левый борт, район 6-го отсека, сильный крен. И вот тут происходит то, что я даже не сразу понял, когда первый раз читал. 11 человек из 12, стоявших на мостике, упали в воду. Просто слетели. Лодка дернулась так, что их сбросило. Удержался один, механик. Каким именно образом удержался, в источниках по-разному, но факт зафиксирован. Это, кстати, отдельно странно, если разобраться. Командир упал, штурман упал, боцман упал, а механик удержался. Совпадение, может быть. Может, стоял ближе к люку и успел схватиться, я не знаю. 11 человек в воде. Октябрь. Тихий океан у Владивостока. Температура воды градусов 8, может 9. В одежде. Часть в шинелях. Ночь. Подобрали 7, включая Маранга. Их вытащили из воды на подошедшие суда. Там же недалеко был и сам рефрижератор-13, и какие-то еще корабли поблизости. 7 живых, 4 погибли. Сигнальщик, 2 матроса, вахтенный офицер. Тело вахтенного офицера так и не нашли. Эту деталь я нашел у Мурмуля. Это контр-адмирал, который потом разбирал катастрофу. Не нашли. Где-то его унесло течением, или он сразу пошел ко дну в шинели, или еще что. Тело не подняли. Именно памятники есть, тела нет. Это первая история. Те, кого выбило в воду. Вторая внизу, в отсеках. И вот тут вода пришла за 15-20 секунд, по расчетам, которые потом делала комиссия. 4-й, 5-й, 6-й отсек. Дыра в 6-м. Вода идет назад и вперед. Переборки в советских средних лодках того поколения герметизировались вручную, по команде. Команды не было. Точнее, была, но времени ее выполнить не было. 18 человек. В 4-м, 5-м и 6-м. Я долго думал, как про них рассказать. Понимаете, по спискам погибших, а они опубликованы, есть открытые архивы Тихоокеанского флота. Там у каждого имя, фамилия, год рождения, откуда призывался. Молодые ребята в основном, срочники. 19, 20, 21 год. Один 22-летний мичман. Я не буду называть фамилии. Не потому что секрет, а потому что не хочу ошибиться. Родственники этих ребят живы. Я лучше промолчу, чем перепутаю отчество. Но дам один штрих, чтобы было понятно, кто это. Один из 18 – матрос-срочник, 19 лет, из небольшого городка под Хабаровском. Призывался весной. До дембеля оставалось чуть больше года. По воспоминаниям сослуживцев, был из тех, кто на лодке все время чинил радиоприемник. То свой, то чужой. Радио. 19 лет. И таких 18. Я только одного описал. Меня в этой истории зацепило не количество. Зацепило, что они даже не успели понять, что произошло. Понимаете? Они не тонули долго, не задыхались. Они просто закончились. Раз — и все. Между сигналом тревоги и водой по шею прошло, может, секунд 10. Маранга, кстати, к этому моменту уже в воде. Его потом вытащат, но он в таком шоке, что впадает в прединфарктное состояние. Командир выведен из строя. Не физически, он жив, его поднимут и довезут до берега, но командовать он уже не может. Он не понимает, что вообще произошло. А внизу, в первом отсеке, в самом носу лодки, дальше всех от пробоины, оказались живые. По разным источникам около 26 человек. Срочники, мичманы, офицеры, курсант и один капитан-лейтенант. Старший помощник, который должен был сейчас стоять на мостике рядом с командиром, но почему-то оказался в первом отсеке. Почему он там оказался? Отдельный разговор. И вообще, кто это был такой? Тоже разговор. Потому что в ближайшие 2 суток именно этот человек будет принимать все решения. Один, на 31 метре, в темноте. И вот тут начинается то, ради чего я вообще взялся за эту историю. Сергей Михайлович Кубынин, капитан-лейтенант, старший помощник командира С-178. На момент аварии 28 лет. Если я правильно посчитал по биографии, которую он сам потом давал в интервью, 28, может 29. Поправьте, если кто знает точнее. И вот первая странность, на которую я обратил внимание. Старпом во время захода в базу должен быть на мостике, рядом с командиром.
это устав, это здравый смысл, это вообще базовое правило. А Кубынин был в первом отсеке, в носу лодки, дальше всех от мостика. Почему? По его собственным словам, он за пару минут до удара спустился вниз проверить торпедный аппарат. Перед заходом в базу полагается проверка, рутина. Он мог послать мичмана, мог послать кого угодно, пошел сам. Не знаю почему. Может, привычка, может, не доверял, может, просто захотелось пройтись по лодке перед швартовкой. У моряков бывают такие вещи, я слышал. Если бы он не пошел вниз, он был бы на мостике. И его, скорее всего, выбило бы в воду вместе с остальными 11. И тогда командовать в первом отсеке было бы некому. Я не люблю слово «судьба», но тут, вы понимаете. Что в первом отсеке? По разным источникам около 26 человек живых. В каких-то воспоминаниях говорят 24, в каких-то 27. Точную цифру никто не назовет, потому что в первые часы там шла перекличка несколько раз, и кто-то приходил из переходов между отсеками, кого-то еще подтягивали. Кто они? Срочники в основном. Молодые ребята, 19, 20, 21 год. Несколько мичманов, офицеры. И курсант. Один курсант на лодке был, он погиб не в первом отсеке, я про это упомянул. Но в составе экипажа курсант был. Это к вопросу о том, какой это был возраст, сильно молодой. Темнота. Аварийное освещение — это одна, максимум 2 тусклые лампы. Холодно. На 31 метре в октябре температура воды градусов 8. Металл лодки эту температуру держит идеально. Внутри отсека быстро становится холодно. Не холодно, как в комнате с открытой форточкой, а холодно, как на улице. Кислорода мало. Точнее так, воздуха хватает, но углекислый газ начинает накапливаться, потому что регенерация на лодках того поколения работает за счет специальных пластин, а пластин на 26 человек в одном отсеке не рассчитано. Лодка рассчитана так, что экипаж распределен по всем отсекам, а тут все в одном. Кубынин принял командование. Не по приказу, командир в шоке, на берегу лежит в санчасти. Не по званию, формально по званию там были и другие офицеры. Просто потому, что он первый сообразил, что надо что-то делать, и начал делать. Аварийный буй – это такой поплавок, который подлодка выпускает с собой на поверхность, на тросе, с антенной. По нему наверху понимают – вот тут лежим. По нему же идет связь. Прерывистая, плохая, но идет. Кубынин передает наверх. Лодка на грунте, столько-то живых, есть раненые, есть погибшие, просят помощи. 26 человек в темноте, на железном полу, на 31 метре. Их имена сегодня знают разве что родственники. Если у вас есть минута, поставьте лайк. Не каналу, вот этим 26. У YouTube странно работает алгоритм, но имена правда выходят из тишины, когда под видео есть отметки. Я в этом убедился на прошлых роликах. Пишут потомки, пишут сослуживцы, пишут люди, которые были рядом. Ради этого, в общем, и делаем. И вот тут самое странное. Кубынин получает с поверхности ответ, обрывками. Помощь идет. Что-то про спасательную лодку, что-то про водолазов, команды, какие-то указания, что-то еще. Но он не знает и узнает только через много лет, уже на пенсии, когда соберет по кусочкам, что наверху в эти самые часы происходит нечто, что назвать спасательной операцией язык не очень поворачивается. Спасательная подлодка пришла. Та, которая для таких случаев и построена. Называется «Ленок». Специальная конструкция, специальные водолазы, специальное оборудование. Гордость Тихоокеанского флота. И вот с ней отдельная история, которая мне до сих пор кажется самой темной во всем этом деле. Кубынин внизу слышит обрывки. «Готовим выход! Ждите команды! Сейчас подойдут водолазы!» Он верит. У него 26 человек, у которых воздуха часов на 40, может на 50. Он верит, что наверху все под контролем, а наверху не под контролем. Совсем. Наверху паника. Спокойная советская паника, которую видно по приказам, по перемещениям кораблей, потому как все одновременно делают много вещей, и при этом ничего не происходит. По тревоге поднимают Тихоокеанский флот. На место выхода из бухты подтягиваются корабли. Спасательные суда, водолазные боты, катера. Идет радиообмен, на берегу собирают штаб. Это все работает. Это работает быстро. Флот в такие минуты умеет шевелиться. А дальше начинается то, что у меня просто не укладывается в голове. Главная надежда – спасательная подводная лодка «Ленок». Я про нее уже упоминал.
Это специальная лодка, не торпедная, не боевая, спасательная. Она специально построена для того, чтобы ложиться рядом с аварийной субмариной на дне, протягивать тросы, выпускать водолазов и принимать на борт выходящих подводников. Гордость флота, одна из немногих в мире. Ленок приходит к месту аварии, ложится на грунт неподалеку от С-178. И выясняется, скажем мягко, выясняется неприятное. По данным, которые потом вылезли в нескольких независимых источниках, «Русская семерка», воспоминания Мормуля, интервью самого Кубынина в «Звезде», у Ленка в тот момент технические неисправности. Какие именно, в открытых источниках разнобой. Где-то пишут про проблемы со шлюзовыми камерами, где-то про оборудование для приема подводников, где-то вообще обтекаемо, частично небоеспособно. Я не нашел документа, в котором было бы написано четко, что именно сломалось. Если кто из подводников знает точнее, напишите, очень хочу понять. Но это полбеды. Вторая половина — водолазы. Те самые, которые должны были встречать подводников у переднего торпедного аппарата С-178 и проводить их шлюзованием в Ленок. Эти водолазы не были обучены работе с такими выходами. Точнее так, обучены теоретически, но опыта реальной работы у них не было. Тренировки были, реальные операции — никогда. Я когда первый раз это прочитал, перечитал 3 раза. Думал, может, я не так понял? Спасательная лодка специальной постройки, специально для того, чтобы вытаскивать людей из затонувших субмарин. А водолазы на ней не умеют делать ровно то, ради чего она построена. Похоже, что умели, но не на такой глубине, и не в таких условиях, и не с такой передачей оборудования. А оборудования внизу не хватало. На С-178 индивидуальные спасательные комплекты называются ИСП-60. Я расшифрую. Индивидуальное спасательное снаряжение подводника 60-го года разработки. Это такой костюм с маской и регенерационным патроном, чтобы человек мог выйти через торпедный аппарат, всплыть с задержками и не умереть от декомпрессии. Часть этих ИСП-60 осталась в затопленных отсеках. В 4-м, 5-м, 6-м, там же, где погибли 18 человек. Они там и лежали, на штатных местах. Только достать их теперь нельзя. На 26 живых нужно 26 комплектов. Было меньше. Сколько именно, в источниках по-разному. Где-то пишут, не хватало нескольких, где-то не хватало почти трети. Точную цифру не нашел. И вот это все накладывается одно на одно. Лодка пришла, но частично сломана. Водолазы есть, но без опыта. Подводники внизу есть, но без оборудования. 2 суток. 2 суток наверху пытались собрать эту операцию. По нормативам, по тогдашним инструкциям, все это должно было занять часы. От силы сутки. Меня в этой истории, честно говоря, зацепило не это даже. Зацепило то, что параллельно с этим хаосом на берегу была еще одна реальность, о которой долго никто ничего не знал. Владивосток – город моряцкий. Полгорода так или иначе связано с флотом. У одного муж в экипаже, у другого сын, у третьего сосед. И вот когда лодка не приходит на базу к ночи, это замечают. Сначала жены, потом соседки, потом весь подъезд. Но официально ничего нет. Гриф «секретно» накрывает катастрофу сразу, в тот же вечер. Газеты молчат, радио молчит. На вопросы в комендатуре отвечают что-то вроде «Лодка на учениях, не волнуйтесь, придет». А слухи идут. В порту видели спасательные суда, видели тягачи, видели, как ночью кого-то увозили в госпиталь. По очевидцам, в портовых районах в ту ночь и на утро происходило что-то странное, но что, никто толком не знал. Жены узнают официально, спустя 2-3 суток. Кто-то спустя неделю. Кому-то приносят похоронку, кому-то телеграмму «Жив в госпитале». Это уже когда все закончилось. Я в советских семейных историях видел эту схему много раз. Это не уникально для С-178. Это вообще была советская норма. Сначала засекретить, потом разбираться, кому что сказать. Но конкретно тут к этой норме добавляется еще одна, для меня самая неприятная деталь. Кубынин внизу все еще верит, что наверху работают по плану, что план есть, что водолазы готовы. А наверху уже понимают, что план не работает. И вот тут принимается решение, которое спасет людей и одновременно погубит еще нескольких. Решение принимает не штаб, решение принимает Кубынин сам. Решение простое и страшное.
Кубынин понимает, что наверху что-то не работает. Связь обрывками, водолазов на крышке торпедного аппарата нет или почти нет. Или они там, но не делают то, что должны. А у него внизу 26 человек, и воздух уже не свежий. Углекислый газ накапливается, холод, темнота, часть людей в шоке. Ждать дальше — это терять людей просто от того, что отсек не рассчитан на такое количество живых. Он принимает решение выпускать самим, через торпедный аппарат. Чтобы было понятно, что это вообще такое, торпедный аппарат — это длинная труба в носу лодки, из которой обычно выходит торпеда. Внутренняя крышка открывается изнутри отсека, внешняя — наружу, в океан. Между ними труба длиной несколько метров, диаметром чуть больше полуметра. Принцип, по которому из нее может выйти человек, называется шлюзование. Звучит сложно, по сути, простая вещь. Человек надевает спасательный комплект, залезает в трубу, как в гроб, по-другому не скажешь, тесно. За ним внутреннюю крышку задраивают. В трубу начинает поступать вода, снаружи, из океана. Когда давление в трубе сравнивается с давлением воды снаружи, открывается передняя крышка, и человек выплывает. Дальше самое сложное. Он должен подниматься не сразу, а с задержками, по метру в секунду, останавливаясь на промежуточных глубинах. Если рвануть наверх как пробка, легкие может разорвать, или будет кессонная болезнь. Это знает любой подводник, это базовая теория. С Кубыниным на этом решении инженер-механик Валерий Зыбин, капитан-лейтенант, тоже офицер первого отсека. Они вдвоем все это и тянут, вдвоем принимают решения, вдвоем готовят людей, вдвоем работают с торпедным аппаратом. Зыбин, кстати, отдельная фигура, я про него еще скажу позже. Без него ничего бы не получилось вообще. Первая тройка. Кубынин выбирает троих. Кого именно, в источниках не называется поименно, я не нашел. Видимо, это были те, кто покрепче, потому что первый выход всегда риск. Ты не знаешь, как поведет себя труба, как сработают комплекты, что наверху. Им помогают надеть гидрокостюмы, подгоняют, объясняют еще раз, как дышать, когда задерживаться, что делать у поверхности. Внутренняя крышка задраивается, слышно, как пошла вода. Ждут. Они вышли в штатном режиме, по всем правилам. Труба сработала как надо, давление выровнялось, передняя крышка открылась, троих вынесло в океан. И все. Их не нашли. Никогда. Я не оговариваюсь. Сам Кубынин потом, уже на пенсии, в интервью газете «Звезда» сказал, цитирую близко к тексту, могу немного промахнуться по словам, у меня в записях это есть. Парни вышли в штатном режиме, но все трое пропали странным образом. После их так и не нашли. Странным образом. Это слова не журналиста. Это слова командира, который их выпускал. Он сам не может объяснить. Версии, которые есть. Первое. Попали под винты Ленка. Спасательная лодка где-то в эти часы то ли маневры производила, то ли всплывала. И тройка, вышедшая на поверхность, могла оказаться у нее на пути. Версия не подтверждена. Вторая. Снесло течением. В проливе Босфор-Восточный есть подводное течение, и если тройку выбросило не туда, куда ждали, их могли просто не увидеть. Возможно, но тогда хотя бы тела всплыли бы потом, отдельно, а их не было. Третье. Не справились с декомпрессией. Поднялись слишком быстро, потеряли сознание у поверхности, лежали на воде, не подавая сигналов. Их никто не заметил, потому что наверху искали в другом квадрате, и их унесло. Тоже версия. Я не могу сказать, какая из них правильная. Никто не может. По одной из них или по нескольким сразу, но эти трое исчезли. На 31 метре они были живы. На поверхности их уже не было. И вот после этой первой тройки Кубынин и Зыбин начинают второй цикл, готовят следующих. Среди них матрос-радиотелеграфист Виктор Леньшин. По призыву срочник, около 20 лет. Точный возраст я не нашел, если кто знает по спискам, поправьте. Кубынин лично закрывал за ним внутреннюю крышку. Это он сам потом рассказывал. Лично, своими руками. Загерметизировал. Запустил воду. После Леньшина в этом же цикле вышли еще 5. Их подняли. Всех 5. Леньшина никто так и не увидел. Кубынин в том же интервью говорит, куда делся Виктор, непонятно. Версия попал под винты аварийно всплывавшей Ленка. Но версия здесь — это не «мы примерно знаем», это значит «никто не видел», тело не нашли. Документально он вышел из лодки живым и исчез.
Виктор Леньшин, радиотелеграфист, срочник. Не знаю, был ли женат, скорее всего нет, по возрасту. Не знаю, остался ли кто-то в его городе, кто помнит. Имя из открытых архивов и нескольких интервью. Если у вас есть минута, поставьте лайк. Не потому, что нравится ролик, а потому что это имя у нас на канале сегодня звучит, наверное, впервые за многие годы вслух. У YouTube странная механика, но имена реально вытаскиваются на поверхность, когда под видео есть отметки. Я в этом много раз убеждался. Потом пишут родственники. И еще одно. Меня в этой истории зацепило не то, что Леньшин исчез. Зацепило то, что Кубынин помнит, как закрывал за ним крышку. Помнит до сих пор. 40 с лишним лет помнит. Потому что после Леньшина и первой тройки, там, наверху, начало происходить еще кое-что. То, чему я вообще не могу подобрать объяснение. Хотя пытался много раз. Это про мешки. И я до сих пор не понимаю, как это случилось. К началу вторых суток внизу ситуация уже совсем другая, чем была в начале. Часть людей вышла. 6, те, кто после Леньшина, благополучно дошли до поверхности. Их подняли на водолазные боты. Это хорошая новость. Это значит, схема работает. Не идеально, не как должно было быть по уставу, но работает. Но в отсеке все хуже. Воздух — это уже не воздух, это смесь, в которой кислорода становится меньше с каждым часом. Люди в полусознании. Холодно. Кто-то начинает бредить. У кого-то гипотермия, пальцы перестают слушаться. Кубынин принимает второе решение, такое же страшное, как первое. Он отправляет наверх еще 3. Тех, кто слабее всех. Логика. Если оставлять их внизу, они не дотянут. Если отправлять, хотя бы шанс. Они выходят. Труба срабатывает. Они идут наверх. И тут то, о чем я не могу читать спокойно. Их не успели принять. Точнее так, они дошли до поверхности, но на водолазные боты их не подняли. По разным источникам, кто-то говорит, что катера были в этот момент не там, где надо, кто-то, что подошли, но поздно. Похоже, что катер действительно был не на месте, но я не нашел в источниках, чтобы кто-то конкретно отвечал за то, что катер оказался не там. Все 3 погибли на поверхности. Не от удара, не от воды, от декомпрессии. Я попробую коротко объяснить, что это, потому что это важно для остальной истории. Когда человек долго находится под водой, у него в крови растворяется азот, больше, чем растворяется в обычных условиях. Это не страшно, пока человек на глубине, но когда он поднимается, азот начинает выходить обратно, и если поднимается быстро, азот вскипает прямо в крови. Это называется кессонная болезнь. Пузырьки идут в легкие, в мозг, в суставы. Чтобы этого избежать, нужно подниматься с остановками. Постоять на 7 метрах, постоять на 5, дать азоту выйти медленно. С 31 метра без остановок – это смерть. Не сразу, не у поверхности, через минуты. У человека отказывают легкие или останавливается сердце. Или он теряет сознание и захлебывается. Когда подводник идет через торпедный аппарат с ИСП-60, у него на буйрепе должны быть отметки, на которых он останавливается. Этот трос натягивается с лодки наверх специально, и водолазы наверху должны его сопровождать. Если водолазов нет, а в этот момент их не было где надо, подводник делает то, что положено, в одиночку, если он в сознании. Если не в сознании, его выносят к поверхности как поплавок. 3 самых ослабевших, скорее всего, не дошли по буйрепу до промежуточных остановок. У них уже не было сил, они всплыли быстро. Когда катер подошел, они уже были без сознания. Это та цена, которой нет ни в каких официальных документах. Они погибли не в катастрофе, они погибли в спасательной операции. А вот теперь про мешки. В какой-то момент на 2 сутки наверху сообразили. На С-178 не хватает спасательных комплектов. Я об этом уже говорил. Часть ИСП-60 осталась в затопленных отсеках. И Кубынину с Зыбиным выпускать людей попросту нечем. У них считанное число комплектов. Решение очевидное – передать недостающие комплекты водолазами. Прицепить к торпедному аппарату снаружи, водолаз заталкивает контейнер с комплектами в трубу, изнутри открывают, забирают, надевают, выходят дальше. Это нормально, это так и должно работать. И вот тут происходит то, что в нескольких источниках, у Мармуля, у «Русской семерки», в воспоминаниях самого Кубынина, в материалах Пикабу описано примерно одинаково. Одинаково и одинаково странно. Вместе с комплектами или вместо них
тут источники чуть расходятся, но скорее вместе. Водолазы засовывают в торпедный аппарат мешки с продовольствием. Большие, объемные. Тушенка, хлеб, что-то еще. Никто из тех, кто внизу, эти мешки не запрашивал. У Кубынина с Зубиным никакой нужды в еде нет. У них есть аварийный паёк. А главное, никто внизу о еде не думает. Там думают о воздухе. Зачем эти мешки спустили, никто из спасательной команды публично не объяснил. Никогда. И самое неприятное, эти мешки завалили выход. Они застряли в трубе, заклинили проход. Кубынин и Зыбин обнаруживают, что выпускать следующих нельзя, дорога перекрыта. Зыбин, инженер-механик, лезет в трубу изнутри, разбирает мешки, достает по одному. На это уходит время. Час, может 2, может больше. Точно никто не считал. Час под водой, в гипоксии, на 31 метре. Для 20 с лишним человек это очень дорогой час. Я честно не знаю, что это было. Самая распространенная версия, кто-то наверху, в штабе спасательной операции, посчитал, что подводники сидят там вторые сутки, и им надо передать продовольствие. Не разобравшись, что у них там вообще ситуация другая, что им нужно не есть, им нужно выходить. По другой версии, кто-то перепутал маркировку контейнеров. По третьей, это вообще была инициатива снизу, со стороны водолазов, без согласования. Документов я не видел. Думаю, после всего, что произошло, спасательная команда писать про это в рапортах не очень хотела. Зыбин разобрал. Мешки вытолкнули обратно через переднюю крышку, куда-то в океан. Не знаю, что с ними потом было. Кубынин продолжил выпускать людей. И вот тут третья группа. И в этой третьей группе капитан второго ранга Коровеков, начальник штаба 126-й бригады подводных лодок, старший офицер. Был на лодке в этом походе, оказался в первом отсеке вместе со всеми. По возрасту старше Кубынина намного, по званию старше. По состоянию тоже на исходе, как и все остальные после 2 суток внизу. Он залез в торпедный аппарат, по всем правилам, в костюме. Внутреннюю крышку задраили. Сердце капитана второго ранга Коровекова остановилось прямо в трубе торпедного аппарата. Это слова Кубынина, дословно по звезде. Сердце начальника штаба остановилось в трубе во время выхода третьей группы. Я, когда первый раз это прочитал, отложил телефон и сидел минут 5. Просто. Потому что попробуйте это представить себе. Офицер залез в трубу спасать людей и умер там, внутри, так и не выйдя. Тело потом извлекали уже на поверхности, как доставали лодку. А внутри отсека Кубынин не знал, что Коровеков уже мертв. Он только слышал, что цикл шлюзования прошел странно. Потом наверху доложит. Оставалось еще несколько человек, и сам Кубынин, который по уставу выходит последним. По уставу. Командир последним. Это не геройство, это правило. Командир сходит с корабля, выходит из лодки, покидает горящую рубку после всех. Просто потому, что иначе у тех, кто остался, нет старшего. Кубынин выпускает последних. Тех, кто еще держится. Помогает надеть комплекты, проверяет ремни, объясняет в 100-й раз про задержки на буйрепе. Зыбин ему помогает. Они вдвоем до самого конца. Потом выходит Зыбин, и Кубынин остается в первом отсеке один. Один. На 31-м метре. В отсеке, где 2 суток сидело 20 с лишним человек. Где уже нечем дышать в нормальном смысле слова. Воздух — это не воздух, это что-то, что напоминает воздух только формально. Он сам потом говорил, последнее, что помнит ясно, это как залез в трубу. Закрывает за собой внутреннюю крышку. Снаружи, видимо, кто-то из водолазов уже подключился, потому что иначе закрыть ее было бы нельзя. Слышит, как пошла вода. И все. Сознание уходит. Я, когда читал эти его воспоминания, попался на одну фразу. Он говорит: «Не помню, как открылась передняя крышка, не помню, как вышел, не помню подъема». Это значит, он не делал остановок на буйрепе, не мог, был без сознания. У Мармуля, который потом разбирал всю эту операцию, есть формулировка, и она же повторяется в Пикабу в воспоминаниях нескольких людей. «Вылетел, как пробка от шампанского». Это не метафора. Это техническое описание того, что происходит с человеком, который без сознания всплывает с 31 метра. Гидрокостюм надут изнутри, регенерационным патроном. Он как поплавок тащит тело наверх, без остановок. Просто снизу, через 31 метр, на поверхность. Если повезет, наверху подхватят.
Если не повезет, кессонная болезнь убьет за минуты. Кубынину повезло, его подхватили. Сразу. Подняли на бот, начали откачивать. Очнулся он, по его собственным словам, уже в санчасти на берегу. Но это, скорее всего, не совсем точно, потому что между водой и санчастью был еще борт спасательного судна и какие-то процедуры. Память у него на эту часть провалилась, он сам это признает. Главное, он выжил. Последним вышел. И выжил. Сколько всего погибло? Считаем. 18 в первые 1,5 минуты. 4, 5, 6 отсек. 4 – те, кого выбило с мостика в воду. Сигнальщик, 2 матроса, вахтенный офицер. Тело офицера не нашли. 3 – первая тройка, что вышла через торпедный аппарат. Не найденные никогда. Виктор Леньшин – 1. Капитан 2-го ранга Коровеков. В трубе торпедного аппарата. 3 – те, кого не успели поднять на боты. Декомпрессия на поверхности. 2 или 3 еще – те, кто умер уже в санчасти, на берегу, от переохлаждения и баротравм. Тут источники чуть расходятся. Итог – 32. 31 член экипажа и 1 курсант. 18 в катастрофе. 14 в спасательной операции. Я это перечисляю не для того, чтобы статистикой давить, а для того, чтобы было ясно. После первых 40 секунд можно было еще многое сделать. И многое было сделано. Кубынин, Зыбин, водолазы, экипажи водолазных ботов. Спасли 20 с лишним человек. А вот эти 14 могли бы тоже жить, если бы наверху не было неразберихи с линком, с водолазами, с мешками, с непринятыми наверху людьми, с задержками. Тех, кто спас, и тех, кто не сумел спасти. На эту историю одновременно смотришь с 2 сторон, и обе настоящие. Слушайте, я по-честному скажу. Подпишитесь. Без подписки эта тема до вас в следующий раз просто не дойдет. И без вас ее, по правде говоря, делать незачем. Кому еще это рассказывать? Потому что дальше то, что многие из вас знают и без меня. Берег, следствие, закрытый суд, на котором не было главного выжившего офицера, и 10 лет тюрьмы. 10 лет. Это приговор. Его получили 2. Командир С-178, капитан 3-го ранга Валерий Маранга. Тот, которого выбило с мостика в воду в первые секунды, тот, кого подняли в прединфарктном состоянии, тот, кто после столкновения уже ничего не решал. 10 лет лишения свободы. Старший помощник рефрижератора 13 Курдюков. Тот, кто стоял за штурвалом гражданского судна, которое таранило подлодку. 10 лет лишения свободы. Поровну. Суд разделил вину поровну. И это, наверное, самое спорное место во всем этом деле. Не само по себе, а если посмотреть, что на эту тему писали потом люди, которые знали все детали изнутри. Сначала, как вообще шло следствие? Быстро, без огласки. Гриф «секретно» – то же самое, что и на самой катастрофе. Никаких сообщений в прессе, никаких открытых заседаний. Военный суд, закрытый формат. И вот тут деталь, от которой меня каждый раз перекашивает. Сергея Кубынина на этом суде не было. Я не оговариваюсь. Главного выжившего офицера, того, кто 2 суток командовал в отсеке, того, кто принимал все решения по выпуску людей, того, кто видел все своими глазами, на суде нет. Где он? По описаниям, которые есть в книге «Катастрофы под водой» и у Мурмуля, Кубынина в это время держат в санатории, формально для восстановления. После 2 суток на 31 метре, после того, как его вынесло наверх без сознания, ему действительно нужно было восстанавливаться, тут спору нет. Декомпрессия, отравление углекислым газом, шок. Это все лечится месяцами. Но санаторий, он, видимо, был немного дольше, чем требовалось чисто медицински. По крайней мере, у Мурмуля прямо написано: когда Кубынин вернулся в часть и пришел в прокуратуру Тихоокеанского флота, следствие было уже закрыто. Следователь другой, не тот, с кем он общался до санатория, свидетельские показания у него никто записать не успел. Я не могу сказать, что Кубынина отправили в санаторий нарочно, чтобы он не давал показаний. Это была бы спекуляция, и я не буду ее делать. Может, действительно совпало, может, нет. Документа, который бы это подтвердил, у меня нет. Но факт остается фактом. Главный свидетель отсутствует. Суд проходит без него. Что было на суде? Командиру Маранга предъявили нечеткость действий экипажа во время несения вахты.
Это формальная формулировка. По советской военной практике под нее можно подвести разное, от плохой выучки экипажа до конкретных пропущенных приказов командира. В деле, видимо, фигурировал доклад гидроакустика С-178. Он обнаружил цель, то есть рефрижератор, прямо по курсу, а боевая тревога не была сыграна. По уставу, по тревоге на лодке задраиваются люки, и тогда даже при таком ударе шестой отсек, может быть, и не затопило бы так быстро. Это упущение командира, я этого не отрицаю. Но контр-адмирал Николай Мармуль, разбиравший это дело потом, а Мармуль — это человек, который написал «Катастрофы под водой», один из самых компетентных аналитиков по советским подводным авариям, Мармуль писал прямо: основная вина за столкновение лежит на старшем помощнике рефрижератора 13, на Курдюкове. Почему? Потому что по правилам плавания в порту Владивостока гражданское судно обязано было уступать дорогу подводной лодке. Это во-первых. Во-вторых, рефрижератор отклонился от заданного диспетчером курса на 30 градусов. Диспетчерская служба охраны водного района дала С-178 добро на проход через бухту. Через тот же створ должна была пройти подлодка, а не рефрижератор 13. Курдюков увел судно с разрешенного курса. И куда? Туда, где шла лодка. Почему он отклонился, это в материалах, которые есть в открытом доступе, не объясняется. То есть в выводах суда написано, что отклонился, но почему, никто не зафиксировал. Или зафиксировано, но в открытых источниках я этого не нашел. Мармуль прямо написал: упущение Маранга – это упущение, но основная ответственность на старпоме рефрижератора. Суд же разделил вину поровну. А теперь то, что в публикации встречается, и я обязан о нем сказать, но с большой оговоркой. В нескольких источниках, на Пикабу, в «Русской семерке», в каких-то более популярных пересказах истории, Курдюков описывается как пьяный старпом, то есть утверждается, что он стоял за штурвалом нетрезвым. Вот тут я остановлюсь, потому что я перерыл, что мог. В приговоре, в той части, которая попала в открытые источники, формулировки «нахождение в состоянии алкогольного опьянения» как основание обвинения я не видел. Может быть, она есть в полных материалах дела, которые до сих пор закрыты, но в том, что доступно, ее нет. Откуда тогда пьяный? Из устной памяти, из разговоров моряков, из публикаций уже постсоветского времени, где эта деталь добавилась. Курдюков мог быть пьян, мог быть не пьян, я не знаю. И не хочу повторять как факт то, что фактом по доступным мне источникам не является. Если кто-то из вас читал полные материалы или знает первоисточник этой версии, напишите, серьезно, я бы хотел разобраться. Дальше. Кубынин, вернувшись из санатория и узнав, что суд прошел без него, подал кассационную жалобу в военную коллегию Верховного суда СССР. Писал, что не согласен с мерой наказания командиру. Писал, что следствие не установило виновников гибели людей во время спасательных работ, то есть тех самых 14, которые умерли уже после катастрофы, во время операции наверху. Про мешки, про задержки, про водолазов. Жалоба не возымела действия, приговор остался в силе. И еще одно. Выживших подводников, тех самых 20 с лишним, которых Кубынин с Зыбиным выпустили из отсека, постепенно увольняли с флота. Не одним приказом, не сразу. Кого-то через полгода, кого-то через год. По разным предлогам. Здоровье, сокращение, перевод на берег. Но в итоге почти все ушли. По данным, которые есть в воспоминаниях самого Кубынина, на флоте из выживших с С-178 не остался почти никто. Тех, кто остался жив, отправили домой, с памятью о том, что они не смогли спасти 18 товарищей в первые минуты. И еще 14 в следующие 2 суток. Это груз, который они тащили всю оставшуюся жизнь. Без помощи, без психологов. В советском флоте такого тогда не было. Просто каждый сам. Этих людей у меня, честно говоря, в голове больше всего. Ни Маранга, ни Курдюков, а вот эти выжившие. 20 с лишним мужиков, которые 2 суток сидели в отсеке на 31 метре, видели, как уходят товарищи, выходили через торпедный аппарат, а потом получили в благодарность увольнение с флота и 40 лет тишины. Это не закрытие следствия, это закрытие людей. Кубынина уволили со флота позже остальных. Он успел дослужить еще несколько лет, но в системе ему уже ничего не светило. И вот тут вопрос, на который у меня нет ответа. Почему именно он?
Почему именно так? И что вообще советская система сделала с человеком, который по-хорошему должен был стать символом флотской чести? Хотя ответ, наверное, есть, и он простой. Просто Кубынин слишком много знал. Давайте по порядку, что именно он знал, и что после 40 с лишним лет в открытом доступе так и не объяснено. Первое. Огни. Рефрижератор 13 шел в темноте с выключенными ходовыми огнями. Это зафиксировано в нескольких источниках. Мормуль писал, выжившие с мостика говорили, в материалах суда это по косвенным упоминаниям присутствовало. Ходовые огни на гражданском судне в ночное время – это не опция. Это устав, это международные правила, это плавание в порту. Нельзя идти с выключенными. Почему они были выключены, официально никто не объяснил. Ни в открытой части приговора, ни в публикациях, ни в воспоминаниях самого Курдюкова, если они где-то есть. Это первая дыра, самая большая, по-моему. Второе. Курс. Курдюков отклонился от заданного диспетчером курса на 30 градусов. Через створ, по которому он шел, должна была пройти подлодка С-178. Ей дали добро. Он увел судно туда, где идти не должен был. Формулировка, которую я встречаю и у Мармуля, и в Википедии, и в нескольких пересказах, одна и та же. По неизвестным до сих пор причинам. До сих пор. То есть прошло 40 с лишним лет, а причина неизвестна. Или известна, но не публикуется. Третье. Трое. Та первая тройка, что вышла через торпедный аппарат в штатном режиме. Их не нашли. Кубынин про них сказал, пропали странным образом. Версии есть. Винты Ленка, течение, декомпрессия. Ни одна не подтверждена. Тел не нашли никогда. Четвертое. Виктор Леньшин. Кубынин лично закрывал за ним внутреннюю крышку торпедного аппарата. После Леньшина в этом же цикле вышли 5, всех подняли. Леньшина никто не увидел. Куда делся, неизвестно. Пятое. Мешки. Кто отдал приказ загрузить торпедный аппарат снаружи мешками с продовольствием, не установлено. То есть, кто-то его отдал, мешки же не сами там оказались. Но в открытых источниках имени этого человека нет. Ни Мармуль, ни Кубынин в интервью, ни «Русская семерка». Никто не называет, чья это была инициатива и почему. Я думаю, что фамилия эта в материалах дела есть и не публикуется специально. Шестое. Санаторий. Почему Кубынина именно в момент следствия, самого важного момента, когда нужно было допрашивать главного выжившего офицера, отправили в санаторий? И почему этот санаторий получился такой удобно длинный, до закрытия следствия включительно? Я уже говорил, может, это было медицински оправдано, может, нет. Документы я не видел. И седьмое. Свидетели, которых не спросили. Это для меня, наверное, самое неприятное место во всей истории. Не сама катастрофа, а вот эти люди, которых просто не позвали. В порту Владивостока вечером 21 октября 1981 года были люди, гражданские. Работники порта, рыбаки, диспетчеры, операторы радиолокационных станций охраны водного района. Кто-то видел рефрижератор 13, когда он выходил из бухты. Кто-то слышал переговоры по радиосвязи. Кто-то отслеживал суда на экране. Сколько из этих людей дали показания? Думаю, единицы. Может быть, формально опросили дежурную смену диспетчерской, потому что без ее показаний дело вообще не закрылось бы. Но опросили в советском военном следствии и опросили по существу со всеми деталями – это часто разные вещи. Тех, кто наблюдал тревогу на берегу, жен, соседей и портовых рабочих, их вообще никто не спрашивал. Им было что рассказать. Кого-то увозили в санчасть, кого-то на гражданских такси, кто-то видел подъем лодки, а это уже середина ноября, у Дальзаводского сухого дока было полно глаз. Этих людей в материалах дела нет. И есть еще один слой свидетелей, которого нет совсем. Это семьи погибших. 18 что в отсеках, 14 что в спасательной операции. Их в 81-м не вызывали. Похоронки приходили, тела отдавали кому-то и закрывали тему. Это и есть темное пятно, про которое я говорил в начале. Это не одно событие. Это слои людей, которым правды дали разное количество. Кому-то всю, тем же выжившим из отсека. Кому-то телеграмму, кому-то слухи, а кому-то вообще ничего. Я в этой истории, чем дольше разбираюсь, тем больше прихожу к одному выводу, который мне не нравится, но он напрашивается.
Кубынин про первую тройку, помните, говорил, пропали странным образом. Не погибли, пропали. Это слова не журналиста. Это слова командира, который их выпускал руками. Странным образом. Я не знаю, что он имел в виду. Может, просто, что версии все плохие. Может, что-то конкретное, что он не сказал и не скажет уже. Кубынину сейчас, если я правильно считаю по биографии, около 70. Он давал интервью, писал, говорил, но вот это вот странным образом он не расшифровал. Может, и не расшифрует. Слушайте, я понимаю, что эти вопросы, они никуда. Они не приведут к новому суду. Они не вернут 18 ребят из 4-го, 5-го, 6-го. Они не вернут Леньшина. Они не отменят те 10 лет, которые отсидел Маранга. Но если эти вопросы вообще не задавать, они исчезают. С каналом исчезают, с памятью исчезают, с поколением исчезают. Подпишитесь, не ради меня. Ради того, чтобы было кому в следующий раз вытащить очередное С-178 из тишины. Потому что у советского флота таких историй много. А мы пока разберем и штрих. Про человека, который вышел из лодки последним. И который, кажется, до сих пор не вышел. Сергея Кубынина уволили со флота. Не сразу. Через несколько лет, когда стало ясно, что в военно-морской системе его не повысят, не наградят и вообще предпочтут забыть. Он ушел и пошел работать спасателем. Это не метафора, это его профессия следующих десятилетий. Гражданская спасательная служба. То есть человек, который вытащил из затонувшей лодки 20 с лишним подводников, всю оставшуюся жизнь продолжал вытаскивать людей. Из горящих квартир, из-под обломков, из воды. Кого-то конкретно, я по биографии не разбирался настолько детально, но в нескольких очерках про него этот период описан подробно. Спасатель. До пенсии. У моряков-подводников есть одна фраза. Она встречается в нескольких текстах про Кубынина и Зыбина, у Пантве, у Флаг-Альфа, в воспоминаниях коллег. Я ее процитирую близко к источникам, чтобы не переврать. После того, что случилось в 89-м с комсомольцем, после того, что случилось в 2000-м с Курском, люди флота, те, кто разбирал обе эти катастрофы, пришли к одному и тому же наблюдению. То, что Кубынин и Зыбин сделали в октябре 81-го в первом отсеке С-178 на 31 метре, никому больше повторить не удалось. Это не моя оценка. Это слова людей, которые занимались подводными авариями профессионально. Я их просто передаю. И вот тут самое странное. Если так, где звания, где награды, где улицы Кубынина в советских городах? Где документальные фильмы Первого канала? Где встречи в школах? Их нет. Ну, что-то есть, конечно. Памятник экипажу С-178 во Владивостоке. Несколько публикаций, интервью на пенсии и все. Человек, у которого, по словам его же коллег, нет повторителей за 40 лет, живет обычной пенсией. Где-то под Москвой, по последним данным, которые мне попадались. У меня для вас один вопрос, личный. Только к тем, кому за 55, кто помнит 81-й по-настоящему. А у вас в семье про октябрь 81-го говорили? Или это была одна из тех историй, которые в советских семьях обходили молча, потому что не положено? Может, у кого-то муж работал на дальзаводе и видел, как поднимали лодку? Может, у кого-то отец служил под Владивостоком и пришел домой странный и ничего не объяснил? Напишите, если что-то осталось в семейной памяти, это сейчас, наверное, единственное место, где это вообще еще можно собрать. Подпишитесь, не ради канала, ради того, чтобы у имени Виктора Леньшина было где звучать. И у тех 18 из 4-го, 5-го, 6-го, и у капитана 2-го ранга Коровекова, который остался в трубе торпедного аппарата. Кубынин вышел из лодки последним, по уставу, командир всегда последним. Прошло 40 лет, он, кажется, до сих пор не вышел.